Внешка поинтересней. Катализатор сделан прямоток. Здесь уже примерно 160 сил. На это все ушло бы долларов 800. Если еще задние крылья зацепить, то изменилась, конечно же, цена за автомобиль, который опаснее Гранты. Я сейчас в драйве, я не в спорте. Приветствую, ребят, вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о Б-классе, о бэушном Б-классе. Я хочу поговорить на эту тему, потому что на канале есть рубрика «Что купить за определенную сумму». И весь Б-класс практически я снял в 2020 году. Большинство автомобилей Б-класса сняты в 2020 году. Там все рассказано, показано, но с тех пор прошло 3 года и многое изменилось. Изменилась, конечно же, цена. 3 года назад, в октябре 2020 года, я снял обзор на Polo седан, синий на 1.4 на DSG в максималке. Новый автомобиль, он там полгода поездил, там 7000 пробега было на спидометре. Новая машина стоила тогда... Они начинались 24 там с чем-то, то есть от 11 там с половиной до 15 600-700, вот так они стоили. И тот автомобиль был в максималке, куплен новым, первого владельца, я ее снимал. Там, по сути, прошла обкатку, 7000 километров было. Сейчас Б-класс начинается 20 с чем-то, от Polo 20 700, 21 тысяча долларов, комплектации ничего, блин, там вообще ничего не будет, кроме аварийки, ну, руля, ручки КПП, ручки ручника. Но, может быть, обдув заднего стекла будет функция предусмотрена. Все, больше ничего. А там в максималке стоила машина уже почти 16 тысяч долларов, где уже было, ну, практически все, даже заводская тонировка. И это видео именно об этом, что можно купить, сколько сейчас машины стоят, на что можно рассчитывать. Так как главный аргумент этого видео — это цена, что можно купить, за какие деньги, поэтому сразу же по ценам. Цены на рестовые Polo седаны, потому что Polo седаны вышли в 2010 году, в 2015 году был рест. Они стоят с 2015 года по 2020 производились от 6400, самый дешевый, ну там уже 475 тысяч километров пробега, из-под такси серый, в сколах, разумеется, 1.6 на механике. Может быть, и газ стоял, хотя пишут, что газа не устанавливалось на автомобиль. 6400. Ну, даже не под проект, я не знаю под что. Ну, чтобы ездить, можно взять там. Погордиться, то, что у вас машина 2015 года, а не как большинство еще на 90-х автомобилей ездит. До 19 тысяч долларов серая машина стояла на 1.4 на DSG, не GT, как у нас. Простой Polo седан, 1.4 на DSG, как я снимал. В принципе, та же комплектация была у него. 21 тысяча пробега, 20 год, то есть трехлетний автомобиль, 21 тысяча пробега, по 7 тысяч в год, практически новый автомобиль. В то же самое время, повторяюсь, когда новые Polo стоят от 20-ки и выше, там 2700 даже в комплектации, ну, вообще ничего нет у автомобиля. И под 30-ку они идут, а то 31-32 получается. Если с допами брать, то может так нормально выйти, нехило за Б-класс. Поэтому я считаю разумно покупка именно вот таких автомобилей 18-20 годов, от последних лет выпуска. Разумеется, в самой наиболее богатой комплектации, ну, по сумме факторов: пробег, состояние, комплектация. Наш автомобиль 2018 года покупался в 2021 году за 13 500 долларов с пробегом 65 тысяч километров. Сейчас здесь 102. Казалось бы, Polo GT у нас, но по сути это тот же самый Polo в максималке, который я тогда снимал. Но внешние изменения все равно ему на руку играют, потому что другие бампера, черная крыша, уже черные зеркала, решетка радиатора уже с сотами, уже отличает от обычного Polo седана. Ну, шильдик GT, конечно, тоже на руку играет. Диски, расширитель на порогах, то есть уже все равно внешка поинтересней. Цвет — отдельный разговор. Этот цвет мне напоминает один автомобиль из моего прошлого. По ходовой, по клиренсу никаких изменений. Точно такой же Polo седан. Но у нас изменения произошли, то есть задние пружины уже от Гольфа установлены. В свое время я снимал тоже Шкоду Rapid. И на ней задние заниженные от европейца пружины стояли. Машина стояла ровно, как на пневме, тоже достаточно красиво. Но морда все же засильно задрана была у нее. В
При покупке бэушного автомобиля нас всегда беспокоит двигатель, коробка, его техническое состояние, там ходовая, но самое главное кузов. И не только с точки зрения ДТП и серьезного ДТП, но также и коррозии. Я хочу сказать, что полоседаны очень хорошо борются с коррозией, коррозионоустойчивые. В том плане, я снимал также 3 года назад, помимо пола в максималке, пола было еще 2, дорест и рест. Там были сколы на крыле. И за 5 лет крыло не покрылось ржой, оно не стало рыжим. Машине было 8 лет на тот момент. Нету нигде ни жуков, ничего, никаких проблем по кузову. Также, разумеется, и здесь. Есть исключения, многие могут сказать, что да, есть видео, где варят пороги, такие вещи, но это уже после ДТП. Я недавно видел уже таксовый полоседан, у которого вмятый порог, ну, где-то уже на бордюр наскочил, уже видно вмятина такая от души, и уже рыжня, уже все это выгнивает. Да, уже защитный слой поврежден, заводской, и все, уже начинается гниль полностью. Уже нужно вырезать пороги, вваривать. А штамповка тоже достаточно дешевая. И вообще по фарам, бамперам очень дорогой автомобиль в плане ДТП, потому что вот я снимал тоже 6-ю Джетту в свое время, таксовую, и тоже по 400 рублей стоят фонари, это больше $100 стоит один фонарь. Бампера тоже 200-250 долларов стоят. Хотя, казалось бы, полоседанов очень много их битых, разборки есть, но цены тем не менее кусаются. Наша машина 5-летняя. Люди открыто выражают свои мысли, все нормально. По поводу не только автомобиля, но и друг друга. На нашей машине, конечно, были сколы. Капот уже перекрашен. Ну, чтобы свой личный глаз не мозолило, потому что машина делалась для себя. Покрыто капот, крылья, все 4 двери полиуретановой пленкой. Не покрыта только крышка багажника и задние арки. На это все ушло бы $800. Если еще задние крылья зацепить, то около $1000. А так где-то 850-900 это все будет стоить покрыть. Ну а спасибо заводу, то что за черную крышу отдельно, потому что действительно смотрится это бомбовски. Сочетание с бордовым цветом, хотя черная крыша и на белом, и на сером, и на синем везде она понтово смотрится. Также фары, фонари затемнены пленкой, полиуретановой тоже. И уже нету этих тоже мелких сколов. Если уже со временем фары облезают, то тоже незаметно это. То есть двойной эффект. Во-первых, внешний вид, а во-вторых, визуальное состояние фар всегда лучше из задних фонарей. По ходовой ничего не изменилось со стандартным полоседаном, как я уже сказал, кроме задних пружин, которые стоят от Гольфа. Макферсон, а сзади балка. Дешевая конструкция Б-класса, ну и самая простая, соответственно, недорогая. Кто-то сейчас может сказать, да ну, за такие деньги полоседан какой-то брать, Б-класс, я лучше из США машину закажу. У нас действительно есть плейлист автомобилей из США, вот снимал я и Малибу, и Equinox, было порядка 4-5 автомобилей. Но если покупать автомобиль из США, гнать его сюда, плюс доставка, растаможка автомобиля, это уже 10-12 тысяч долларов в среднем. Потому что многие вот D-класс, вот если равняться даже на Малибу, на D-класс, вам уже обойдется 12 под 13 тысяч долларов его сюда привезти. Вам его неизвестно, сколько нужно ждать плюс к этому. И если вы останавливали для себя, потому что автомобиль делался для себя и под себя. Не каждый владелец будет пленкой покрывать свою машину, затемнять фары, менять пружины, делать машину мягче. И дальше он еще будет ее дорабатывать. Поэтому здесь разговор только для восстановления под себя. И вот Equinox обошелся в восстановление $2500 китайскими запчастями в 2020 году, или 2021, по-моему, пригнали. Сейчас это выйдет дороже. И все эти автомобили стоят по 16-17 тысяч долларов. И как вы думаете, за счет чего экономия происходит? Ее сюда пригнали, восстановили, растаможили. Нужно продать и нужно навариться еще на этом. Разумеется, на восстановление. И есть объявление там так по колхозу, там колхоз в Кубе по восстановлению автомобиля. Если делать оригинальными дорогими запчастями, как делали Малибу, 2-литровый турбо серый, который я снимал, там уже совсем другая цена. Там только перед коснули фары оригинальные, бампер, и там уже
по $2000 все встало. А если более серьезное повреждение, плюс ДТП рознь. Если скорлупа повреждена, там капот, крыло, бампер, фара, ну, то есть это можно поменять и ездить дальше. Но смотря какое ДТП, если уже силовая структура кузова повреждена, то на таком автомобиле даже ездить опасно, ребят, потому что, да, лонжерон выгнут, все нормально, все красиво будет, ровно, но в случае ДТП только ваши кости будут гасить удар, потому что сомнется в том же месте моментально все. И отдавать за 15-16 тысяч долларов за автомобиль, который опаснее Гранты, потому что у Гранты сейчас самая низкая жесткость кузова, по сути, получается, из всех автомобилей ныне производимых новых. Но я считаю неразумно, это опасно, а жизнь и здоровье самое важное. Но решать, конечно, вам. Двигатель у нас 1.4 TFSI, и не надо меня повторять, я уже во многих своих обзорах по ВАГу всегда говорю, что Seat, Шкода, Volkswagen, Audi везде TFSI. Это турбо, FSI непосредственный впрыск. Здесь непосредственный впрыск. А TSI, TFSI это трюк маркетологов, так что не надо меня в комментах постоянно поправлять. Если вы маркетолог, тогда да, это ваш хлеб. Но с технической точки зрения это TFSI, ребят. 125 лошадиных сил при 6000 оборотов. 200 крутящего с 1400 до 4. И этим сказано все. Любой Б-класс вы дернете. Потому что кроме Пола и Шкоды Рапида, но на 1.4, разумеется, все остальные атмосферные. Что 1.6, что 1.4, весь Б-класс вы дернете. 9 секунд до 100 заводской показатель. 7.5 в смешанном режиме. Но у такого, как я, расход будет 8-9. 74,5 на 80, длинноходная поршневая, все пинжатия 10. Это хорошо, то что многие все равно экспериментируют с топливом, особенно каршеринги. И про каршеринг я, кстати, тоже снимал видео. Сейчас я каршеринг не рекомендую. Это было тоже 3 года назад видео снято, с тех пор многое изменилось. Потому что штрафы сейчас в каршеринге огромные, проще ездить на такси. ГРМ здесь ременной, и это очень хорошо, потому что многие из наших людей все це вечное, ходит долго и уже доходят до грохота. При покупке все они гремят, нужно менять натяжитель, успокоители цепей. И есть вариант, что перескок от цепи, либо отделайтесь легким испугом, либо клапана подогнет. Некоторые такие случаи тоже были. Поэтому ременной привод ГРМ многие боятся и все же таки меняют. Цепь для нас опаснее, потому что большинство людей не любят обслуживать просто автомобили. Сейчас 102 тысячи километров пробега, как я уже сказал, и ГРМ здесь родной. Потому что с завода 60 тысяч проверка, 120 тысяч замена. Фазорегулятор на впускном валу. По проблемам и жалобам 90-100 тысяч, у кого-то больше, у кого-то еще гораздо больше. Выходит из строя помпа с 2 термостатами. В пластиковом коробе с этой стороны коробки расположены. Придется действовать за счет ремня от выпускного распредвала. Поэтому, как я уже во многих еще тогда я говорил, в 2020 году, сейчас уже все знают, но тогда был хороший трюк для проверки СТОшника. Если вы меняете ГРМ, и он вам говорит, покупай ролики, покупай помпу, значит, это говорит о том, что СТОшник ничего не знает в этом двигателе. Чипуется он хорошо, и здесь чипован, здесь убран катализатор, сделан прямоток. Здесь уже примерно 160 сил. Машина ездит гораздо веселее, есть потенциал для тюнинга, что тоже важно. По коробке 7-ступенчатая DSG DQ200 сухая. Сцепления родные, разумеется. Я снимал Шкоду Октавию на 1.4 там CZDA, там 150 лошадиных сил, потому что уже другая турбина и фазорегуляторы на обоих валах, здесь только на впускном. И там на 185 тысяч, по-моему, километров пробега были родные сцепления еще, поэтому это не приговор. На дизельных версиях знаю Superb с пробегом 400 на родных сцеплениях. Конечно, уже пинки, уже чувствуется, что нужно менять, но тем не менее 400 тысяч находило. Так как это турбодвигатель, актуаторы турбины выходят из строя, и многие жалуются на масложор. Но масложор зависит тоже напрямую от обслуживания автомобиля, потому что самый главный фактор у двигателя это его обкатка. И многие при покупке этих новых автомобилей, когда они были новыми, покупали автомобиль, заливали масло 502-504 допуск, еще старый ваговский, начало нулевых, и катали на нем 15 тысяч. Хотя по-нормальному нужно 1000, потом на 3000, а потом на 10 масло менять. Если вы заливаете 502-505 и часто его меняете,
В принципе, нормально, но по сути 507 здесь уже нужен. 504, 507, 504 это уже бензин и турбодвигатель, 507 это дизельный, соответственно. С 2021 года уже 508 допуск на эти двигатели идет, но это уже больше касается 1.5 TSI, потому что в Европе уже давно, с 2016 года уже 1.5 уже доработан этот двигатель, уже EVO 2 версия его сейчас производят. Все автомобили из Европы уже на 1.5 давно, это у нас еще до сих пор 1.4 производится. Поэтому 504 желательно. Если вы хотите уже через 15 тысяч масло менять, то уже нужен 504-507. Но желательно все равно 8 тысяч масла менять, потому что турбодвигатель и турбина дольше живет, и поршневая вам тоже спасибо скажет. Да и тот же фазик. По сути, все в ваших руках. 92-м по ИТО тоже запрещено. Каршерингу можно, вам нельзя, потому что вы за свои деньги это все будете восстанавливать. Каршеринг тоже, но каршеринг на вас наживается. Поэтому только 5-й, а лучше 8-й бензин сюда. В салоне тот же Polo. Единственное, что и как в других Polo Restyle, что хотелось бы здесь хоть дешманский кусок ткани. Хотя уже везде. В C-классе уже давно везде-то пластик. Не самый, конечно, дорогой материал, но B-класс. В любом B-классе не самые топовые материалы используются, поэтому это не в минус, это констатация факта. По сути, 100 тысяч километров, руль еще хорошо себя чувствует, сиденья вообще не затерты. По обшивке, обшивка сидений чуть другая, чем было у Polo седана обычного в максималке. Просто по мягкости одинаково, а обшивка разная. Суть дела не меняется. Ну, такой же, не скажу, что прям мягкая, но мягче, чем самая бедная комплектация, потому что там откровенные дрова. Помню, когда тоже в такси едешь, невозможно сидеть как деревянная машина полностью. Конечно, уже GT и в того Polo тоже скошенный руль, уже больше под спорт. Управление аудиосистем, переключение треков, управление пультами бортового меню, громкая связь, все как обычно, по-ваговски. Разумеется, GT самое топовое и все, поэтому никаких веслах речи не идет. Все стеклоподъемники электронные. И слава богу, что уже весла задолбали. Уже неужели так... Неужели не так уже удешевляют автомобиль, что уже нельзя теперь во всех автомобилях электростеклоподъемники ставить, уже все равно весла пихает. В соответствии с комплектацией и именем автомобиля у нас подогревы сидений, жалко нету вентиляции, парктроники родные, обогрев лобового заднего стекла, отключение ESP, уже можно на турбодвигателе немного поиграться. Мультимедиа, если не ошибаюсь, 8 дюймов. Обычное ваговское меню стандартное, без каких-либо уже заморочек. Можно разобраться, все легко, доступно и понятно, внятно. С Bluetooth можно подключить телефон, треки, вызовы, громкая связь. Все через Bluetooth это можно сделать. Поэтому в этом плане машина радует, потому что можно купить более дорогую, комфортную, но старую премиальную машину, где всего этого нету. И потом, как едешь, все равно этого не хватает. Тут хочется и громко, и приходится самому машину дорабатывать. Уже Bluetooth вшивать, все эти партроники, если есть, то они есть. Или так, камеру заднего вида тоже можно допом установить. Но опять же, нужно возиться, дорабатывать. Сейчас это не очень дешево, потому что многих вещей можно не достать. Разъем под AUX, под флешки. Также управление климат-контролем, ничего замороченного. Тоже на крутелках, интенсивность обдува, температура, все спокойно выставляется. Стандартное меню управления климат-контролем. Достаточно простое, проще уже некуда. Розетка, 2 подстаканника и в принципе все. Сам черный глянец не поцарапан, смотрится очень хорошо. За 100 тысяч все достойно, что касается и сидений, и руля, и ручки КПП. Конечно, мелкие царапины есть, но не более того. Аутсайдер все равно остается по салону, это больше Mazda 6, потому что, как я снимал Mazda 6 третью, 100-130 тысяч, там уже весь салон стирается, нужно его перешивать. И это всегда обидно. Даже машина с технической точки зрения все отлично, с кузовом все хорошо, в родном окрасе, а салон уже полностью затерт. Это всегда... Ну и автомобиль падает в твоих глазах, и самому неприятно, уже поношенная вещь, а не новая. Здесь все равно больше ощущение нового автомобиля, нежели БУ. Подлокотник удобный, недостаточно глубокий, но объемный. То, что многих радует людей, это механический ручник, потому что электроручников все равно есть люди, которые боятся. Первое, это турбодвигатель. Ой, турбина, все, покупают 1.6. Хотя, по сути, по конструкции здесь серия Я211, что 1.6, что 1.4, одно и то же, просто здесь есть турбина. Все равно турбина, все боятся сразу.
А на втором месте это электроручник. Тоже все боятся уже электроручников. Но преимущество GT это хромированные педали. Не надо вглядываться, они отражаются, прекрасно вижу. Тоже хорошая функция доступная. Преимущество есть круиз-контроль, к сожалению, не активный. Он не остановится перед едущим автомобилем во избежание ДТП. Хотя снимал Phaeton 2006 года, там уже был активный. Но это Phaeton. Назад я садиться не буду, то же самое было и в Техполо. Мне достаточно места сзади, пространства. Мой рост 1,76 м. Более рослый водитель и такой же пассажир за ним, конечно, будет тесно. Багажник здесь объемный, то есть багажник большой, сзади места все равно достаточно. Для Б-класса здесь места много. Ну, конечно, удобно, это вот камера заднего вида. Но все равно очень часто, говорю, в каждом своем обзоре это повторяю, все автопроизводители пишут: не доверяйте камере заднего вида, удостоверьтесь сами. Но здесь в пространстве ориентируешься, то есть сколько я примерно отъехал, так вот я могу предсказывать движение. То, что уже автомобили постарше, еще там 15-го года примерно, и все такие автомобили, где там уже и качество похуже, и ты не понимаешь, насколько ты ехал, сколько у тебя еще осталось места, и уже начинаешь в зеркала смотреть. Кстати, зеркала здесь складываются. Тоже полезная функция. Турбодвигатель, чип. Кстати, это все обошлось примерно в $700. Если кому-то интересно. До 80, до 90, назовись конкурентом Б-класса, машина разгоняется просто идеально. В стоке 9 секунд, как я уже сказал, сейчас примерно на около 8 едет. Я сейчас в драйве, я не в спорте. Ну, конечно, чувствует машина эти стыки, чувствует, подпрыгивает, но, как говорил владелец того пола, и так еще с владельцами полоседанов общался, все равно большинство приходит к выводу, то, что все равно поло мягче, чем Solaris или Rio. Это, по сути, одно и то же, как здесь вот Rapid впереди таксовый. Как вот Polo и Rapid то же самое и там. Все равно многие приходят к выводу, то, что сейчас в спорте, понятно, Polo все равно помягче по ходовой. Так, я не понял, зеленый горит, блин, или так еле-еле горит? Или можно? А, не, все едут за мной, значит можно. Она еле-еле горит, блин. Вот непонятно, вот стрелка горит, не горит, еле-еле, но она чуть-чуть горит. Сейчас бы мне все сигналили, как идиоту, а тут реально не видно нормально ее. Диоды опять помирают. Когда-то эту секцию закрывали пакетом и скотчем заматывали, сейчас снова открыли. И вот сейчас я в спорт-режиме, 2300 на тахометре. Я чуть-чуть дотрагиваюсь к педали, разговариваю, чтобы не сильно разгоняться. И уже 80. Машина достаточно быстро набирает скорость. С более спокойном режиме. Ну, вот стыки она лучше отрабатывает. Хотя тут стыки более хорошо, качественно сделаны. Не качественно, но более качественно, чем в той полосе. В 5,5 переключается, 3800 скидывает. Все равно преимущество турбодвигателя вот на DSG, в любой момент можно ускориться. В городе классные тормоза. Хотя они уже давно не новые, их уже нужно менять по сути. Но они не бьют и оттормаживается автомобиль хорошо. Вот с 80 до полной остановки я нормально сейчас оттормозился. И уверенно. За что люблю вот тормоза больше ваговские? За то, что все равно ты их больше прогнозируешь и чувствуешь. У BMW не так прогнозируемо. Ты начинаешь останавливаться, но ты чувствуешь, что как будто этого недостаточно. Ты не можешь понять, вот сейчас ты остановишься или здесь есть такая уверенность. Автомобиль даже на плохих тормозах тормозит, как в последний раз, и готов тебе нос, блин, разбить об руль. Поэтому всегда нужно на прямых руках здесь тормозить. Вот неважно, на Сиате вы, Леоне, Толедо, либо на Авоське, максимальная комплектация на 4.0 TFSI, блин. Везде тормоза четкие и классные. От и до, неважно какая машина. Вот действительно, за тормоза Вагу жирнейший плюс. Потому что все же это ваша жизнь. Насчет шумки, шумку можно доработать. И по отзывам, но шумоизоляция — это самый неблагодарный
Ну да, действительно, гораздо мягче, чем тогда, потому что автомобиль уже подпрыгивал. И шумка самый спорный критерий в том плане, что кому-то на отзывах шумка нравится, кому-то нет. Все зависит от того, на чем вы ездили до этого. Вот опять кто-то зазевается. Там гайцы сейчас. Ну, гайцы все равно погоду не сделали. Поехали, и все за ними поехали, уже уверенно. Вот реально, вот не видно, вообще не вижу. Вот, ну, я-то вижу, чуть-чуть, ну, если сигналят, но все равно, блин, посигналить могут там, тоже кто-нибудь нервный спешит. Но, блин, тоже опасно это дело, ну, не видно вообще абсолютно. Еле-еле там, как на Volvo, когда умирает подсветка всех клавиш, еле-еле она, другой садится пассажир, говорит, что-то слабо. Чего слабо горит, я вижу, все нормально, что ты гонишь. Так же и здесь. Еле-еле уже дохнут эти диоды. Ну да, согласен, вот у меня на D-классе сиденье мягче, вот садишься, тонешь. Здесь сиденье не жестко, потому что комплектация максимальная. И здесь мягко едешь. Но все равно радует автомобиль тем, что он не сыпется от старости. Большинство автомобилей, 90% все функции отключены. Тоже мне один человек говорит, ехал, говорит, сцепился с одним. Я давай резко, ну, не включил поворотник, другую полосу и давай с ним уже. Благо дорога позволяет 3 полосы, и там такой же мост тоже. Можно еще нормально, там веселее долбануть, больше места. И как начал это все пищать уже. Вы вышли из полосы, вы превышаете скорость. И как начал этот оркестр барабанить, говорит, блин, остановился, потом уже погоняли, там обогнал, либо его обогнали, тут уже история об этом умалчивает. Ну, конечно, любой скажет человек, что я его сделал, все нормально. Говорит, после этого остановился, все, повыключал, нахрен. Говорит, все, и на этом я пользоваться этим перестал. Но! Перестал, не перестал, но ты за это заплатил при покупке нового автомобиля. И стоит ли за это покупать? Опять же, аргумент в пользу бэушного автомобиля. Можно торговаться. Но о чем я и говорил. Как я сейчас ехал, в принципе, я всегда так езжу. Средний расход показывает 10,5. Тема расхода топлива — это относительно. Потому что у меня расход топлива, что зимой, что летом, одинаковый. Потому что, опять же, с кондеем-мандеем ездишь. Вроде летом должна экономить, но за счет кондея больше расход возрастает. И у меня что по трассе, что по городу одинаковый расход. Потому что я по трассе тоже 90-100 не еду. Поэтому у меня расход одинаковый. Здесь, если ехать 90-100, 95, вот так. Турбодвигатель хорош тем, что крутяшка снизу хорошо, и при движении по инерции здесь уже 4,5, 4,3, вот так вот расход падает средний. А на этом все. Из Б-класса можно сделать индивидуалку, и она будет вас радовать. И сделать под себя, который будет отличаться от других машин. Потому что искать Polo на 1.6 и также дорабатывать вообще нету никакого смысла. Его можно перекрасить, тоже диски, занижения, все, но двигатель, коробка, тюнинговаться некуда, и смысла нету это все затевать. Потому что все равно ценители и любители будут искать 1.4. На этом все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, расскажите о нас друзьям. Счастливо!